Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Упс, неловко получилось. Девятое место. Рука именно там, где и должна быть. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему. Тэхёна обвиняют в том, что у него были отношения с девушкой, которую он не выбирал. Кто эта девушка? Что случилось с Вигу? Чангук – главная жертва? Очень подробное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Это был воздушный поцелуй. Седьмое место. У Чангука тоже есть своя кошка. Шестое место. Поведение пары. Привык брать свое счастье в свои руки. Без съемочных групп и камер. Они создают воспоминания и бережно хранят их в своих тайниках, лишь изредка делясь с нам ценными моментами своей личной жизни, чтобы мы могли разделить их счастье. Пятое место. Проигрыш или выигрыш абсолютно неважно, если я увижу твою улыбку. Четвертое место. Забота.
Комфорт в Тэхёне превыше всего. Третье место. Новости. На Чонгуке сегодня куртка Sport Leather Jacket от бренда Emiri. Это спортивная кожаная куртка, идеальный выбор для тех, кто ценит модный лук с ноткой роскоши и casual-атлетичности. Она вдохновлена винтажными гоночными вещами и переосмысляет их в современном стиле стритвеа, подчеркивая силуэт и динамику образа. Сигначи детали, аккуратная строчка и премиальная кожа делают ее ярким акцентом в гардеробе. Видеть его улыбку уже величайшее счастье. Кстати, интересный факт. Зеленый друг Тэхёна называется Флебодиа Мариум, или папоротник Флебодиум голубой звездчатый, Blue Star Fern. Это тропический папоротник из Центральной и Южной Америки, известный своим необычным сине-зеленым оттенком листьев. Они слегка припыленные, волнистые и образуют красивую кустистую розетку, благодаря чему растение выглядит очень атмосферно и эстетично в интерьере. Флебодиум любит яркий рассеянный свет, но не переносит прямые солнечные лучи, предпочитает умеренный полив и постоянно слегка влажную почву без застоя воды. Он обожает влажный воздух, поэтому особенно хорошо чувствует себя в пространствах с увлажнителями, регулярными опрыскиваниями или рядом с поддоном с водой и камешками. Это растение комфортно живет в обычной комнатной температуре и не любит сквозняков и резких перепадов условий. Кроме визуальной красоты, папоротник приносит и реальную пользу. Он помогает улучшать микроклимат в помещении, повышает влажность воздуха, создает ощущение свежести и природной чистоты пространства. Его мягкая форма и спокойный синий-зеленый цвет действуют расслабляюще на психику, снижают уровень стресса и тревожности, создают ощущение уюта, покоя и внутреннего баланса. У Тэхёна нет слабостей, кроме бедер Чонгука. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе своего выступления сообщила, что написала письмо премьер-министру Кореи с просьбой, чтобы BTS добавили больше дат концертов в Мексике, поскольку миллион молодых людей хотят их увидеть, а при имеющихся 3 днях концертов посетить их смогут лишь 150 тысяч человек. Понимаем, не осуждаем. Обновление Instagram Юнт. Специальная экспозиция Юнт уже здесь. С сегодняшнего дня в магазине Шопен Эйта Эбоса представлена экспозиция Юнт. Сыворотка с натуральным витамином С, отбеливающая сыворотка. Магазин станет особым местом, где вы сможете в полной мере окунуться в мир Юнт. Не забудьте заглянуть в магазин во время шопинга. Самые крутые челленджи.
Сет-лист мирового тура Arirang Dreams. Хотя мы ожидаем множество новых треков с грядущего альбома группы Arirang, вот те суперхиты, которые мы надеемся услышать, когда ребята выступят на стадионах по всему миру. Альбом Layover. После он и Burning Up, Fire, парни из BTS и зрители заслуживают небольшого перерыва. Именно поэтому сейчас самое подходящее время для сольного выступления V, так как это, вероятно, потребует некоторой маневренности на сцене. Как видно из сюжетных линий и сценических декораций, которые он использовал в прошлых выступлениях с сольными песнями, такими как Singularity во время мировых туров Love Yourself, ГН Ким Тэхён уделяет внимание мелочам, чтобы вывести свои выступления на новый уровень, и мы представляем, как он мог бы превратить стадионные сцены BTS в камерные джазовые концерты, чтобы исполнить такие хиты Layover, как Slow Dancing и Love Me Again. Тэхён может продолжить создавать интимную атмосферу, одновременно немного повышая энергетику своим синглом 2024 года Free and S, полностью заводя стадионы, подпевая мощным финальным припевом. Альбом Golden. Выход в свет песни Dynamite, одной из самых известных англоязычных композиций BTS, стал идеальным моментом для Чонгука, чтобы представить свои хиты, занявшие первое место в Billboard Hot 100, такие как Seven и великолепное исполнение соул-поп-песни Standing Next to You. Эти две композиции вместе демонстрируют его вокальные данные, а Billboard Standing Next to You представляет собой классическое сценическое выступление, которое впечатлит публику всех возрастов. Возможно, даже Ашер мог бы присоединиться к нему на сцене и показать нам, как могло бы выглядеть его выступление в перерыве Суперкубка. Cutie Boy. Тэхён рассказывает о своем дне, проведенном за подготовкой альбома и уходом за растениями. Тэхён рассказывает о своем дне, проведенном за выращиванием растений, подготовкой альбома и уходом за растениями. Тэхён пообщался с поклонниками, поделившись своей повседневной жизнью в качестве растительного дворецкого и последними новостями о подготовке к альбому. Тэхён рассказал о своем текущем положении, опубликовав короткое видео в своей истории в Instagram днем 25 числа. Ви написал: «Как дела? В эти дни я был очень занят подготовкой к альбому и уходом за растениями. Всем хорошего дня. Я опубликую некоторые новости. У меня нет фотографий, но... Сикрин. Сикрин – это сочетание слов «растение» и «ребенок» и обозначает начинающего цветовода. В опубликованном видео Тэхён сосредоточенно ухаживает за растениями, рассматривая цветочные горшки в гостиной с таким выражением лица, будто только что проснулся в удобной пижаме. Пространство, где стояли цветочные горшки, имело простой, но уютный интерьер, и это создавало ощущение, отличное от дома, который он показывал ранее, что заставило поклонников предположить, что он переехал. Тэхён выбрал песню «Kwon Jin» о Something is Wrong в качестве фоновой музыки для видео, остроумно выражая трудности начинающего садовода. Ранее тем же утром он загрузил фотографию, на которой указывает на увядший лист с подписью «Сиклин плачет» и «Почему уже?», чем рассмешил людей. Одна из поклонниц утешила Тэхёна на Вевос, сказав: «Тэхён, ничего страшного, если у тебя не очень хорошо получается выращивать растения. Ничего страшного, если растение завянет, потому что твои усилия и любовь никуда не денутся». Тэхён ответил: «Я принес это домой 3 дня назад, вызвав радостную реакцию». На ободряющее замечание другой поклонницы: «У тебя ничего не получается, потому что ты новичок. Если ты будешь тренироваться постепенно, то в конце концов станешь экспертом», Ви ответил: «Я буду усердно работать, чтобы вырастить кактус». Это не первый раз, когда Тэхён проявляет любовь к растениям. В 2017 году в эфире Run BTS он подарил Джину кактус в эпизоде «Тайны Санта», сказав:
Никто не выращивает растения в своих комнатах, поэтому я ищу кого-нибудь, кто вырастет кактус вместе со мной. С тех пор он постоянно проявляет интерес к растениям. Поклонники упомянули любовь Тэхён к цветам и животным и ответили комментариями вроде: «У тебя в итоге хорошо получится выращивать растения, и я болею за тебя и в подготовке альбома, и в выращивании растений». Недавняя деятельность Тэхёна, где он общается с поклонниками, проявляя свое искреннее обаяние даже в мелочах повседневной жизни, снова стала горячей темой для обсуждения. И еще один кьюти-патути. Похоже, Чангук, а также Кус, Мингю и Виорнан из Seventeen заглянули в новый ресторан корейского барбекю еще до его технического открытия. Ресторан выложил автографы, так что, похоже, они посетили его до технического открытия, soft opening. Однако даты не упоминались, поэтому неясно, когда именно они там были. Очаровательная сладость. — 26 января отмечается как важная дата в истории Тэйкук, символизирующая годовщину определенных событий. 26 января 2016 года Чангук поделился кавером на песню «Nothing Like Us», а Тэхён в тот же день опубликовал свою версию песни «How Am I Supposed to Live Without You». 26 января 2018 года стало знаменательным событием. Чангук и Тэхён остановились в отеле Немсон Грэнд Хайет Хилл и посетили ресторан при этом заведении. В этом ресторане нельзя просто прийти и поесть. Доступ сюда имеют только постояльцы отеля, которые сняли номер. В отеле пары обязаны бронировать номер минимум за 2 месяца, поэтому Чангук и Тэхён забронировал номер заранее, чтобы организовать свидание, как и любая другая пара. В ресторане действует запрет на фото и видеосъемку, если это не делается для личного использования. На ужине с Чангуком была камера, с ее помощью они запечатлели этот особенный вечер. Эти кадры предназначены только для их собственных воспоминаний. Еще один важный аспект. В этот день Чангук был одет в толстовку, которую ему подарила фан-база Тэйкук. 23 января 2019 года Чангук опубликовал кавер на песню «Ending Scene». На обложке он разместил свое фото, которое сделал Тэхён. 26 января Грэмми 2020 Чангук и Тэхён выглядели и вели себя так, что даже я смущаюсь. Что уж говорить о местных жителях, которые сходили с ума, спрашивая в интернете, встречаются ли эти двое из группы в черном друг с другом. То есть вы понимаете, да? Даже люди, не связанные с Тэйкук, видели все невооруженным глазом. 23 января 2020 года в интернете появилось совместное фото Тэхёна и Чангука, сделанное Пэнк. 26 января 2022 года Тэхён представил публике ранее неизданный отрывок из своего знаменитого произведения. В тексте песни есть строки: «Я вижу твою улыбку, я тоже улыбаюсь. Я вижу, ты плачешь, и я плачу вместе с тобой». Также Чангук опубликовал видео, как он боксирует. В этот же день. Под этим видео мы наблюдали в комментариях, как Чангук и Тэхён флиртовали, будто не существует личных диалогов. Лайв Тэхёна 23 января 2023 года. Тэхён поделился с нами, как прекрасно проводит свои выходные. Он рассказал о том, что отдыхает, играя в видеоигры вместе с Чангуком. В
В конце эфира мы услышали, как Чангук поет на заднем плане. Действительно иконичная и легендарная часть. Человечество делится на два типа: на тех, кому трудно вставать по утрам, и на тех, кому жесть как трудно вставать по утрам. Чангук явно относится ко второму варианту. Чангук в панамах такой милый. Как же это горячо! Прежний дом Тэхёна был просто потрясающий. Каждый уголок отражает его неповторимый стиль и личность. Невозможно не восхищаться тем, как ему удалось создавать в нем такую теплую атмосферу. Новая квартира Тэхёна самая милая на свете. Он делится, как ходит в пижаме, и испытывает трудности с уходом за растениями. Повышаем градус. Слухи о возвращении Run BTS могут оказаться правдой. Сегодня один из участников корейской фан-аудитории узнал, что компания, в которой он работает, прислала несколько своих товаров для участия в съемках клипа Run BTS. Нуна, я работала и услышала невероятную новость. Говорят, что продукция нашей компании-партнера была отправлена в качестве спонсорской поддержки для съемок шоу. Похоже, что съемки шоу действительно идут. У меня на глазах навернулись слезы. Мы купаемся в их любви. Университетские специальности, которые изучали Чангук и Тэхён. Тэхён
Он окончил факультет радиовещания и развлечения в Глобальном киберуниверситете в 2020 году, где также получил награду за академические достижения президента Word. Затем он решил поступить в магистратуру по рекламе и коммуникациям в Ханьянгском киберуниверситете. Чангук. Он также изучал специальность радиовещания и развлечения в Глобальном киберуниверситете. Будучи младшим членом группы, он был последним, кто окончил университет в 2021 году, также получив награду президента Word за академические достижения и отличные оценки. Мы сегодня вспомним с вами нашего розово-красного Чангука. Он был очень ярким и милым. Тэхён выглядит по-разному для каждого бренда. Он как хамелеон идеи, меняет образ, но не суть. Чангук такой очевидный. Мне всегда больно смотреть видео, где у Тэхёна или Чангука не получается скрыть своих эмоций. Они нашли свой способ общаться взглядом посреди шоу. Не напрямую, а через экран. Один поет, другой смотрит на его увеличенное отражение, ловя каждую эмоцию. Потом, наоборот. Это их форма восхищения – смотреть не рядом, а вглубь этого горящего прямоугольника, где живет самый главный человек. Они не просто смотрят на экран. Они смотрят друг на друга через него. Второе место. Это так интимно. Сексуальное напряжение. Совсем скоро возобновится эра аэропорт Тэйкук. Я не готов. Первое место. Я не знаю, с чего я больше схожу с ума. С того, что Тэхён прижал ладонь к губам Чангука, или то, как Чангук без вопросов поцеловал эту же ладонь.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.